В прошлом видео про Llama CPP мы с вами посмотрели, как можно с помощью буквально одной команды запускать локальную нейронку. Запускали мы с вами Gemma 4, модель неплохая, на 12 миллиардов параметров. Она особенно хороша с общетекстовыми задачами. То есть написать какой-нибудь небольшой кусочек текста сфокусированный, может быть, тезисы развернуть, может быть, какую-то справочную общую информацию дать, которую, естественно, надо потом будет проверять. Задачи перевода с одного языка на другой, потому что Gemma натренирована, если я не ошибаюсь, на 140 языках. Вполне очень хороший, подходящий тип задач именно для Gemma. Но вот задачи программирования — это более специализированная вещь, и для нее есть отдельные модели, которые хорошо работаны и предназначены для работы с агентами. Например, одна из таких моделей — это Qwen 3.6 на 27 миллиардов параметров. Qwen 3.6 27B. На мой взгляд, отличная модель. Да, это не Opus, это не Fable, и никогда им не будет. Понятное дело, что это все же локальная модель, все же небольшая, но со своими декомпозированными задачами, то есть небольшой степени гранулярности, справляется прекрасно. У этой модели, в отличие от Gemma, есть много вариантов квантизации. Я бы рекомендовал работать с квантизациями не меньше 4 бит. Я не буду сейчас углубляться в детали того, какие есть варианты и как их лучше использовать. Только скажу, что я на практике пользовался в основном моделью, которая называется Qwen 3.6 27B UD Q4KXL. Вот, мне кажется, это оптимальный вариант. Это модель от Onslaught, а не от самого Qwen, немножко подтюненная. Вот. Возвращаясь к вопросу моделек. Теперь у нас есть две модельки. А что нам делать с ними? Как нам сделать так, чтобы в определенный момент времени мы могли получать доступ к одной модели, а потом к другой? И надо было применять как можно меньше усилий для этого. Потому что бывают в течение дня такие задачи, которые, например, была одна задача общетекстовая, мы для нее используем Gemma, потом задача с кодингом. Задача с кодингом закончилась, нам нужно обратно переключиться на текстовую задачу. Писать скрипты и делать костыли вокруг такого процесса достаточно неприятная затея. Кроме того, их надо будет поддерживать. Это, по сути, писать целую софтину свою. Нужно ли оно? Не знаю. Кроме того, этот вопрос, которым задавался уже не один человек, понятное дело, что появились решения для этого. Вот так принципиально выглядит схема. То есть у нас есть веб-UI, есть агент, он куда-то получает доступ, и эта программа уже работает как прокси, поднимает по необходимости Llama-сервер, один или другой, когда нам нужно Gemma, когда нам нужен Qwen. Соответственно, когда нам нужно другую модель использовать, предыдущая модель вгружается, новая загружается. То есть в один момент времени у нас загружена только одна модель. Это важный элемент всей этой схемы, всего этого уравнения, именно потому что количество видеопамяти ограничено. И держать бесконечное количество моделек сейчас на устройства для конечных пользователей, на видеокартах, которые можно купить, проблематично бывает. Решение называется это LlamaSwap, такое, которое вот должно заменить этот знак вопроса. Мы можем даже сразу вот здесь его вписать. Штука предельно удобная, отработанная временем. Сегодня мы на нее посмотрим сейчас и поглядим, как она выглядит. Найти ее можно на GitHub по адресу mostlygeek LlamaSwap. Здесь есть описание. Как говорят сами разработчики, можно запускать множество AI-моделей на вашей машине и по необходимости переключаться между ними. И эта штука позволяет это автоматизировать. Очень хороший README. Все крутится вокруг OpenAI Compatible endpoint'ов. Как мы с вами выяснили, Llama CPP дает такие endpoint'ы. Есть WebUI, конечно же, без него никуда. Мы еще его посмотрим, поэтому я пропущу этот раздел. Есть вопрос инсталляции. Есть Docker-контейнер, один вариант поддерживаемый. Для macOS вам, наверное, подойдет Homebrew. Для Windows есть Winget. Или вы можете пользоваться бинарниками, которые уже собрали. Почему я не пользуюсь здесь докером в данном случае? Есть два типа контейнеров, как говорят про Docker. Первый контейнер — это объединенный контейнер, где есть и Llama сервер, и Stable Diffusion, и Whisper, и LlamaSwap. Мне такая конфигурация не очень нравится по многим параметрам. Один из них — это то, что мне просто это все не нужно. Если мне нужно уж собрать такой будет контейнер, я его лучше соберу сам. Второй вариант — это контейнер, который базирован на Llama CPP
и Llama Swap просто скопирован в этот контейнер. Опять же, зачем мне нужен этот контейнер, когда если надо мне, я его соберу сам, поэтому я предпочитаю пользоваться бинарниками. Опять же, если вам подходит такой вариант, это очень хороший пример того, как это можно использовать. Как я сказал, для Homebrew все очень просто. Brew install Llama Swap. Для Winget install Llama Swap. Ну, а для тех, кто любит бинарники, есть релизы. Мы сейчас туда пройдем, как раз посмотрим. Как видно, релизная политика у ребят приблизительно такая же, как в Llama CPP. Да, здесь нет таких частых билдов, как у Llama CPP. Но, тем не менее, билдятся они достаточно часто. 4 дня назад, 5 дней назад, неделя. Ну, вот буквально вчера вот один релиз был. Достаточно быстро, достаточно часто. В отличие от Llama CPP, здесь не нужно думать про API, какой-нибудь вулкан, вот это все. Нам нужна только операционная система и архитектура. Поэтому, если у вас macOS, то вы загружаете Darwin. Если у вас FreeBSD, один только вариант есть. Если у вас Linux, то загружайте Linux. Windows, очевидно, Windows. Я буду загружать Linux AMD64, потому что у меня версия Linux для простого x86-64 процессора, который я уже подготовил и загрузил. Быстро возвращаясь к документации. Здесь есть пример минимальной конфигурации, которая есть. Мне кажется, она все-таки, несмотря на то, что она действительно минимальная, она будет работать, она недостаточна для того, чтобы показать основные возможности того, что можно делать с помощью вот этой конфигурации Llama Swap. Поэтому я подготовил свою отдельную. Давайте на нее посмотрим. Переходим к демо. Это та же папочка, что была в прошлый раз для Llama CPP, но я немножко ее причесал. Все модельки я положил в папочку GGUF. Здесь лежит та джема, которую мы уже видели, и Qwen 3.6, которую я вот сейчас загрузил. Кроме того, как вы видите, появился файл Llama Swap, который я распаковал уже в директорию Llama Swap. Мы можем посмотреть, что там есть. Ну, вот 2 файла буквально текстовых и один всего бинарник Llama Swap, которым мы и будем пользоваться сегодня. Третья важная вещь, которая здесь появилась, это конфиг. Тот самый конфиг, без которого Llama Swap просто не запустится. Если вы попытаетесь его вот так запустить, Llama Swap, он скажет, ну, ошибка. Друг, давай, пожалуйста, нам конфиг. Этот конфиг мы будем туда передавать. Перед тем, как запускать все, мы сразу и посмотрим на этот конфиг, и затронем вещи, которые, как мне кажется, очень здесь важны, и которые нужно демонстрировать обязательно для начинающих, кто начинает с этим работать. Как мы видели, модели, то же самое, что в примере, который мы здесь видим, это список моделей, с которыми Llama Swap будет потом работать. Мы здесь определяем 2 модели. Эти объекты могут называться как вам хочется. Это будет то имя, по которому потом можно будет внутри интерфейса идентифицировать модель. Gemma 4 и Qwen 3.6 поэтому. Дальше нужно обязательно дать команду для запуска модели. То же самое. Вот она команда. Здесь я немножко уже ее адаптировал для своего кейса, потому что, как видно, здесь используется что-то вроде переменной. Внутри конфигурации можно сделать макросы, так называемые. Вот они. Здесь есть сверху самого, я его определил. Макрос Llama. И это та часть при запуске, которая будет повторяться, которую я не хочу каждый раз писать для каждой модели. Я просто выношу ее как макрос. То есть здесь вот тот самый адрес Llama сервер, которого мы будем запускать, путь к Llama сервер, который мы будем запускать, и порт. Вот этот порт, отмечу отдельно, что это не просто макрос, это специальная переменная, которую сам Llama Swap будет подставлять при запуске Llama сервера. Менять его не надо, просто можно оставить как есть вот так. И в такой конфигурации мы просто будем везде подставлять в команду для запуска этот макрос. Дальше здесь можно увидеть то, что я здесь добавил переменную context size для размера контекста. Это чуть дальше мы, забегая, будем просто смотреть, как этот контекст выставить для Qwen 3.6 и как понять, какого размера контекст нам нужен. Для Gemma 4 я поставил его как максимальный, потому что она влезает просто целиком у меня на видеокарту. Ну и модели. Адрес, поскольку я положил модельки в папочку GGUF, здесь лежит Gemma 4 и Qwen 3.6. Думаю, это понятно и наглядно. Если вы никогда не сталкивались с YAML, то особого, наверное, нужно отметить то, что здесь есть вот такие вот стрелочки.
пайпики такие вот, вертикальные палочки. Это для того, чтобы просто переносы особым образом работали. Например, такой оператор пайпа вот этого, он просто объединит эту строчку всю в одну. И это будет выглядеть на самом деле как вот такая вот вещь. Как будто бы мы написали вот так. Просто чтобы строчка не становилась очень длинной, она так может быть декомпозирована на несколько строчек последующих. Вот. Еще здесь параметр global TTL. Это глобальный time to live после того, как мы использовали модель. То есть, когда модель загружается, и мы ее используем, она становится активной. Она работает, после чего мы уходим, например, чай пить, а модель все еще висит. И она может вполне себе занимать видеопамять, которая у вас есть, и греть космос. Например, если вы настраиваете какие-то особые профили питания, чтобы у вас, например, видеокарта в режиме максимальной производительности работала. Так вот, чтобы автоматически модель выключалась потом, после периода неактивности, неиспользования, можно поставить вот такой параметр global TTL. Можно для каждой отдельной модели написать TTL, он будет выглядеть вот так вот. TTL, например, 1800. И здесь, например, TTL 1800. Но зачем это для каждой отдельно ставить, когда можно написать глобальный такой параметр и поставить его как нужное количество вам времени. Это секунды, 1800 секунд, значит полчаса. Вот. Надеюсь, основную часть вопросов мы здесь с вами решили. Конфиг посмотрели. Можем попробовать запустить LlamaSwap и поглядеть на то, как он будет выглядеть. Конфиг передаем с помощью config. Listen ставим на localhost 8080, потому что я не хочу открывать его для сети. Я хочу, чтобы только локально работал LlamaSwap. И watch config, очень полезный флажок. Я, наверное, не буду его сильно демонстрировать сегодня, но если вы тюните модели, меняете вот этот конфиг YAML часто, это очень полезный параметр, чтобы LlamaSwap подхватывал изменения конфига и автоматически просто перезагружался с новым конфигом. Запускаем. Все запустилось. Смотрит за изменением конфигурации у нас LlamaSwap. Использует LACT для GPU-мониторинга. LACT – это та самая штука, которую можно дополнительно использовать, чтобы установить какие-то профили на видеокарту, чтобы она работала в режиме мощности или в режиме, наоборот, сохранения энергии. Сегодня мы это трогать не будем, но тема очень интересная, и сама вот эта тула, LACT, очень полезная. LlamaSwap запустился и слушает у нас на localhost 8080. Отлично. Открываем, смотрим. Немножко побольше интерфейс. Давайте 110%. Вот. Думаю, так будет отлично. Запустился UI, есть вкладочки какие-то. Вот мы видим наши модельки, которые мы определили в конфигурации. Как видим, settings не очень большой здесь. Настройки чисто визуальные. Вся конфигурация, все настройки, которые есть, это все-таки конфиг YAML. Настройки происходят там. Для того, чтобы запустить хоть что-то, чтобы у нас заполнилась информация интерфейс, чтобы мы могли посмотреть и обсудить это, запустим одну модельку. Как вы видите, есть здесь специальные элементы интерфейса, чтобы включать и выключать модели. И есть вот такая вот ссылочка, чтобы открыть Web-UI Llama CPP, Llama сервера. Мы в прошлый раз его уже видели. Давайте просто парочку каких-нибудь смешных запросиков отправим. Да, привет. По-русски напишем тоже привет, да? Да, ага. Пусть подумает. Какая погода сегодня? What's the weather today? Да? Отлично. Набрали немножко контекста какого-то и запросиков на обработку. Теперь смотрим в LlamaSwap, что у нас появилось. Во-первых, у нас теперь заполнилась вкладочка Activity, раздел Activity. У нас есть здесь информация по тому, насколько был быстрый промпт-процессинг. Это та же информация, которую можно увидеть здесь, например, в веб-интерфейсе Llama CPP. Вот есть книжечка, иконочка с книжечкой с открытой. И здесь информация про промпт-процессингу. Мы ее можем здесь же посмотреть в LlamaSwap. Есть информация по token generation, то есть по тому, насколько быстро генерировала информацию наша моделька. Как видим, 3 запроса, есть 3 варианта того, как быстро это происходило.
Опять же, эту информацию мы тоже могли найти в Llama сервере, если вот переключить здесь, посмотреть на Generation Token Output. 71, 78, ну, собственно, сходится, потому что вот у нас тут 71, 71,8, 72, 72,3. Видим то, что у нас теперь есть отдельные строчки по этим запросам. Мы видим, сколько времени занял запрос. В общем, информации очень много. Но что самое важное, здесь можно посмотреть на то, как действительно выглядел этот запрос. Какие были хедеры, когда посылали запрос. Какой сам был запрос. Полный JSON-чик и так далее. Это очень полезно для того, чтобы, например, когда вы работаете с агентами, один из use кейсов, который я использовал, это посмотреть, сравнить, как два разных агента при начале работы посылают системный промпт. То есть, что они там устанавливают, насколько большой этот системный промпт, какие специфические требования они предъявляют к модели там и так далее. Очень полезная штука для того, чтобы отлаживать такие вещи, смотреть, какой агент вам больше подходит. Очень удобно. Есть ответ, response header и в текстовом виде респонзы. Думаю, тут все понятно. Можем посмотреть на следующую вкладку. Playground. Эта вкладка, это, по сути, интерфейс для быстрого доступа к моделькам. Вы можете также здесь с ними переписываться. Можете также задавать им вопросы и получать быстрые ответы без того, чтобы открывать отдельно вот веб-интерфейс Llama CPP. Мы его, собственно, можем закрыть сейчас. Это чат простой, текстовый. Есть изображение. Вы можете написать какой-нибудь промпт, чтобы генерировать изображение. Сразу скажу то, что для Llama CPP это недоступно. Нужно Stable Diffusion CPP ставить и использовать. Сегодня мы этого касаться не будем, но это можно такие модели интегрировать в Llama Swap. Есть speech для того, чтобы сгенерировать из текста какой-то голос. Опять же, Llama CPP этим не занимается, другие модели этим занимаются. Есть transcription, когда вы берете уже готовый голос какой-то и хотите получить текст. Это Whisper CPP. Ну и другие вещи, которые касаются реранка и общих тестов для того, чтобы посмотреть, как быстро модель работает, например. Вы можете модель хоть несколько штук добавить и просто играться с тем, насколько быстро каждый из них будет отвечать на четко поставленный вопрос. Вот есть промпт, и вы можете там несколько разных моделей сравнивать, кто быстрее будет работать. Квена сейчас не буду запускать, просто чтобы не менялась модель, джем уже загружена. Окей, здесь мы посмотрели. Кроме этого, во вкладке с самой моделью у нас есть еще логи. Это логи технические, которые можно было бы увидеть у самого Llama сервера. Ну и capabilities, но здесь нету ничего. Есть логи системные самого Llama Swap, логи прокси и логи апстрима. Логи апстрима — это те самые логи, которые мы только что смотрели для модельки, просто здесь они будут все находиться в одном месте. А не надо будет бегать по разным моделям и искать. Здесь есть логи, здесь есть логи. Они просто в унифицированном виде здесь находятся. Ну и два разных представления того, как это выглядит. И очень полезная, на мой взгляд, вкладка. Как раз вот мы видели то, что Llama Swap нам сказал, то, что будет использоваться LACT для мониторинга GPU. Вот мы можем здесь посмотреть статистики. Когда мы включили Llama Swap, начали использовать модельку Gemma 4, вот тут загрузка происходила. Вот мы видим, что моделька как загрузилась, сразу у нас увеличился объем VRAM, который используется. Можно следить за температурой GPU, можно следить за температурой VRAM и за энергопотреблением, сколько ватт у нас сейчас потребляет видеокарта. Кроме того, есть системные общие параметры, которые можно найти можно ожидать найти в каком-нибудь там диспетчере задач, или, если для Linux говорить, HTOP, например, каком-нибудь. CPU, память, загрузка и сетевое соединение, насколько быстрое. Вот. Наверное, по основным вещам прошлись. Теперь попереключаем модели. Мы поработали с Gemma 4. Теперь нам нужен Qwen. Давайте запустим. Вот, как только я нажал здесь стрелочку, play, кнопочку, чтобы загрузить Qwen 3.6, Gemma сразу выгрузилась. Стал серенький кружочек у нее. Qwen 3.6 грузится. Загрузился. Супер. Можем посмотреть сразу логи. Один из хороших правил хорошего тона, когда вы новую модельку добавили, вот буквально минимальную конфигурацию сделайте такую, чтобы просто подгрузить через флажок M, и вот посмотрите потом при первой загрузке на логи. Иногда модельки сами в GGUF содержат информацию о том,
что желательно, чтобы им дали от движка, то есть от Llama CPP. Вот нам, например, тут модель говорит то, что chat template поддерживает preserve thinking, preserve reasoning. Это очень полезная фича для того, чтобы модель не терялась в контексте и понимала, о чем сейчас идет речь. Я не буду сейчас вдаваться в подробности. Если очень поверхностно, есть проблема того, что модель видит контекст в конце и контекст в начале. Это особо важные части, которые многие модели считают за содержащими наибольшее количество полезной информации. Preserve Thinking позволяет иметь трассировку того, как модель размышляла. Опять же, я не супер сильно силен в этой теме. Я надеюсь, что я постарался как-то корректно это объяснить, но это тема, которая, опять же, достойна отдельного обсуждения. Вот так. Дают нам конкретный флажок. Reasoning Preserve. Пойдемте с вами прямо сейчас. Я открою новую вкладочку, сделаю побольше текст и отредактируем конфиг YAML. Qwen 3.6. Давайте добавим новый флажок. Reasoning Preserve. Отлично, добавили. Давайте теперь посмотрим. Llama Swap должен был перезагрузиться, да? Опа, увидим. Reloading Configuration. Configuration Reloaded. Llama Swap перегрузился. Отлично. Заходим в Llama Swap. Как видим, все обновилось. Вся информация по активности у нас обнулилась, потому что Llama Swap перезагрузился, и он не сохраняет активность по умолчанию никакую. Мы можем заново загрузить Qwen. Сразу переключимся на логи. Модель загрузилась. Теперь важная часть, которая касается контекста. Ну, понятное дело, мы можем открыть что-то там, как-нибудь пообщаться с моделью, привет ей сказать. Она более медленная, потому что она больше просто по размеру. Она уже не на 12 миллиардов параметров, как Gemma 4, а на 27 миллиардов параметров. Это все-таки уже более тяжелая модель для исполнения. Можем на нескольких языках попробовать пообщаться, потому что Qwen, так же, как и Gemma, натренирован на большом корпусе языков, и мы можем с ней общаться на разных языках. Как видим, она и тут отвечает. У нас, опять же, собрались какие-то информация, логи какие-то собрались. Что важно отметить, в отличие от Gemma, Qwen 3.6 на 27 миллиардов параметров на мою видеокарту влезает не полностью. Если мы откроем вкладку Performance, мы можем увидеть то, что у меня сейчас видеопамять загружена на 93%. Вот объем контекста, который нам дал по умолчанию Llama сервер. 66 тысяч 48 токенов. Почему это важно и зачем нам нужна эта информация? Для того, чтобы собирать эту конфигурацию, желательно, когда вы собираете эту конфигурацию, желательно контекст все-таки указывать. Потому что при работе с разными агентами часто нужно куда-то вставить вот эту циферку, какой объем контекста нам допустим к использованию. В случае с Gemma 4 я сразу поставил объем контекста самый большой, потому что я уже знаю то, что она целиком и полностью помещается в память. С Qwen я этого не знал, например. И вот теперь, после того, как я его запустил, я знаю то, что я могу поставить контекст size именно в таком объеме, если мне хочется. 66 тысяч 48 токенов. На практике я стараюсь округлять до степени двойки. Есть неформальное соглашение, что желательно использовать степени двойки для того, чтобы описывать объем контекста. 65 536 – это самый близкий объем, который я буду ожидать. Опять же, сейчас перезагрузится сервер Llama Swap, и он погасил все Llama сервер, которые были. Можем опять запустить и посмотреть, что теперь контекст у нас нужного объема. Оп, модель загрузилась. Пожалуйста, контекст нужного нам объема. Вот, поэтому важно вот поглядывать на эту вкладочку, потому что здесь есть полезная информация. Сами модели иногда содержат эту информацию, и Llama сервер скажет то, что, может быть, вот этот флажок поставь. А вот контекст вот такого размера я тебе выделил, и иногда это просто нужно зафиксировать в том самом конфиг YAML, чтобы модели просто лучше работали иногда. Вот. Наверное, по большей части информации я уже здесь все дал. Чего мы добились? Теперь мы можем пользоваться каким-то веб-UI. Например, мы можем открывать веб-UI Llama Swap, Playground, чатиться с модельками. Можем открывать отдельные
отдельный веб-UI для Llama сервера, который доступен для той модели, которую мы запустили, которую мы хотели увидеть. Собственно, как напоминаю, здесь видно вот название модели Qwen 3.6. Это наша модель. Мы точно не ошиблись с ней. LlamaSwap решает задачу того, чтобы поднимать нужную нам модель в нужный момент времени и выгружать ненужную нам модель, когда загружается новая. В целом, есть огромное количество вещей, которые можно еще поговорить про LlamaSwap, но в контексте того, какие еще можно подключать туда вещи, кроме Llama CPP. Изображение, голос, транскрипция. Ну, релянка это уже не так интересно. Или тестирование, но в целом, наверное, изображение, голос и транскрипция – вот 3 самые важные направления, которые имеет смысл еще потом посмотреть. На этом, наверное, я сегодня остановлюсь. И так уже натикало много времени. Надеюсь, это все было очень полезно вам. Если есть какие-то вопросы, пишите комментарии, всегда подскажу, помогу. Ну, а если у вас есть какие-то идеи, обязательно тоже пишите. С удовольствием пообщаюсь. Может быть, чему-нибудь тоже научусь новому. Это будет очень полезно. На это все. Спасибо вам огромное за внимание. Если вам было интересно, подписывайтесь. Может, что еще полезного сделаю. Ну и хорошего вам дня. Пока.